Добрый день всем! Сегодня в этом видео я вам расскажу про вот такой интересный аппарат. Осушитель воздуха Maxton на 12 литров производительностью в сутки. Вот. Значит, его задача это собирать влагу из помещения, в котором он стоит. Если у вас большая сильная влажность в квартире, вот, он борется с этой влажностью. Вот это фильтр сзади стоит, через него засасывается воздух. Вот, проходит через сначала охлаждающие трубки, потом нагревающие, и воздух выходит отсюда сверху уже такой тепленький. Ну, комнатный, скажем так. Потому что если будет холодно выходить, то в квартире будет холодно. Здесь он проходя через трубки, получается конденсат. Этот конденсат сливается сюда, в этот бачок. Этот бачок, он снимается. Сейчас, минутку. Вот он снимается. Вот загорается сигнал, что снят бачок. И он прекращает свою работу в этот момент. Для того, чтобы можно было спокойно слить воду. И отсюда с трубки, здесь трубочка есть, с которой течет водичка. Вот она прекращает течь. Мы вливаем воду. Вот. Ставим его обратно. Вот. И аппарат опять снова готов к работе. Значит, скажем так, работает он эффективно, но комната не должна быть очень большой для него. Скажем так, 20-25 квадратных метров. Для него это идеальная комната. Ну и должно быть тепло в комнате. Чем теплее, тем он эффективнее собирает влагу. То есть он меньше работает. Потому что он работает может все время работать, а может включаться-выключаться. Вы задаете определенные параметры. Ну, допустим, влажность там 50-55%. Он доходит до этой влажности и останавливается, выключается. Потом, когда появляется эта влажность больше, он опять включается, вытягивает ее из воздуха, доходит до 55%, к примеру. Ну, вы сами устанавливаете сколько. Можете и 40% поставить, и можете 30% поставить. Ну, как скажем, обычно нормальная влажность для квартиры это примерно 50-55% влажности. Больше это уже будет слишком влажно. Вот, и будет очень неуютно и некомфортно. Если сильно сухо, тоже очень будет плохо. Будет сильно все засыхать тут в квартире и будет неуютно. Поэтому он поддерживает в определенном режиме. Вот так вот он включается. Вот сейчас 62% влажности у него, показывает в окружающей среде. Вот. Чтобы выставить, вот сюда нажимаем на эту кнопочку. Нажимаем. Раз. Вот он показывает у меня сейчас 55. Можно поставить 60, 65, 70, 75, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Но я обычно ставлю на 55. Это самый оптимальный вариант, вот, чтобы он работал. Также можно выбирать скорость вентилятора. Сейчас вот минимальная работает. Нажимаем сюда, получается максимальная. Он сильнее начал дуть. Идет воздух тепленький. Также в этой модели есть ионизатор. Вот эта кнопочка отвечает за это. Нажимаете, получается, вот загорается листочек. Это у нас ионизация воздуха происходит. Дальше. Есть автоматический режим. Вот этой кнопочкой выбирается. Либо сушки. Автоматически можно выставлять все эти параметры, что я только что показывал. А при сушке он работает на максимуме. Вот, и ведет до самого нижнего предела осушения по влажности. Ну, допустим, вы повесили белье сушить в комнате, у вас влажность повысилась. И чтобы
это все происходило, вы нажимаете режим сушки. Такая вот система его работы. Да, тут еще есть фильтры, я не сказал. Сзади фильтры. Они открываются вот так вот. Здесь вот оно. Можно помыть их. Вот. И потом обратно поставить. И закрыть. Вот. Так же само чистится воздух с помощью фильтров. То есть пыль, которая в воздухе, она проходит через эти фильтры, задерживается и выходит чистый воздух. Также ионизация помогает в этом плане. В общем, вот такая вот штука интересная. Тут дальше есть, можно поставить шланг. Если, допустим, не хотите, чтобы бачок, то 2-литровый бачок, то он, в принципе, сюда ставится шланг, он есть в комплекте. И отводится вода куда-то в какую-то емкость. Вот он, кстати, шланг в комплекте идет. Такой вот. Есть инструкция. Вот такая вот вещь. Ну, эффективная его работа, скажу, в комнате размером 20-25 квадратных метров. И при хорошей температуре. Ну, допустим, 25 там, градусов до 30. Чем выше температура, тем быстрее собирает влажность. Тем быстрее он соберет ее и отключится. Вот, поэтому работает так вот. Можно поставить еще ночной режим. Тут есть вот ночной режим. Включается, вот эта панель затухает, притухает, она такая слабенько-слабенько светится. И минимальное вращение вентилятора. И он тихо работает. Так вот тут примерно так. Ну, если поставить еще ночной режим, вот он совсем еще тише стал работать. Таким образом он работает. И то же самое, он включается и выключается в зависимости, осушил он воздух или нет. Показывает постоянно влажность. Сейчас вот 55% влажности. Но он обычно тогда идет до 57, до 53, 53 где-то, тогда он отключится. Сейчас отключился даже 55. Отключился. Когда влажность повысится, он опять включится. Таким образом он и работает. Спасибо за внимание. Кому интересно, приобретайте такую вещь. Где я его приобретал, будет ссылочка в описании. И там же все остальные будут характеристики. Всем спасибо. Пока-пока.